Всем привет! Кино — это отличный способ узнать о жизни интерсекс-людей. Но на самом деле фильмов с интерсекс-персонажами существует крайне мало. Так что в этом видео мы рассмотрим большинство из них. Если вы здесь, чтобы узнать о фильмах про интернациональный секс, то вам не по адресу. Интерсекс — это совсем о другом, а о чем вы можете узнать из наших предыдущих видео. А теперь небольшой дисклеймер. Все оценки и комментарии в этом видео относятся не к самим фильмам или сериалам, а к интерсекс-репрезентации в них. То есть к тому, как показаны в них интерсекс-люди, реалистично ли, патологизируют ли нас или нет, насколько хорошо раскрыта тема, присутствуют ли интерсекс-люди в фильме для галочки или шок-фактора или нет, корректно ли использована терминология, привлекались ли интерсекс-люди к созданию фильма и так далее. Начнем с фильмов. Ариана. Одним из лучших фильмов на интерсекс-тему является «Ариана». Тяжело говорить об этом фильме без спойлеров, скажу лишь, что этот фильм очень хорошо показывает историю и переживания интерсекс-человека. А сам сюжет фильма, к сожалению, является очень жизненным для многих интерсекс-людей. XXY. Без сомнения, самым известным фильмом на интерсекс-тему является XXY. И этот фильм достаточно неплохо показывает историю интерсекс-человека, но стоит сказать, что в нем есть достаточно большой фокус на гениталиях интерсекс-героини. И зрители могут из-за этого забыть, что интерсекс — это не только про гениталии, а вообще про все половые признаки. Фильм немного затянутый, но красивый. Но, конечно, стоит отметить, что все показано слишком грустно и трагично. И то, и то. Канадско-перуанский фильм «Both», в русском переводе «И то», очень реалистично и хорошо рассказывает историю интерсекс-человека. И это неудивительно, если учитывать то, что режиссером фильма выступила интерсекс-женщина. Все показано достаточно реалистично, концовка просто отличная. Единственное, что фильм достаточно затянут, и у него нет перевода на русский язык. «Последнее лето в Бойте». Этот визуально красивый фильм достаточно неплохо рассказывает историю интерсекс-подростка. Он слегка затянут, но не критично. «Ложка-вилка». Главной героиней фильма «Ложка-вилка», он же Спорк, является интерсекс-школьница. Но, к сожалению, в фильме интерсекс-тема практически не раскрыта. Тот факт, что героиня интерсекс в фильме используется только как лишний повод другим персонажам посмеяться и поиздеваться над героиней. Очень жаль. Также в фильме есть очень странный момент, когда интерсекс-героиня танцует и играет песня Рупола «Lady Boy», что должно означать, что она дрэг-квин. Но нет, она просто интерсекс-девочка. «Патруль времени». Фильм «Патруль времени» рассказывает совершенно фантастическую и невозможную с точки зрения биологии историю интерсекс-человека. С точки зрения сюжета это все очень интересно, но с точки зрения репрезентации этот фильм дает совершенно нереалистичное представление о том, какими бывают интерсекс-люди. Бруно и Эрлин едут в Вегас. Одним из главных героев весьма средненького фильма «Бруно и Эрлин едут в Вегас» является интерсекс-человек. И, с одной стороны, это достаточно неплохая история о том, как интерсекс-человек учится принимать себя таким, какой он есть. Но, с другой стороны, в фильме есть еще одна совершенно безумная и нелепая сюжетная линия, связанная с интерсекс-темой, которая присутствует в нем только для шок-фактора. И, к сожалению, она очень сильно портит общее впечатление от фильма. Фильм не переводился на русский язык. Фильм об интерсекс-человеке Сабанджи выглядит достаточно интересно, несмотря на то, как трагично все в нем показано. Но, к сожалению, фильм на корейском, и перевода у него нет, так что на самом деле там происходит, можно понять, но в деталях мы это с вами не поймем. «Святая». Прям отличная небольшая зарисовка. Без перевода на русский, к сожалению.
Гермафродит. Здесь, мне кажется, по названию уже все понятно. В основе этого фильма лежит идея о том, что родиться интерсекс-человеком — это страшная трагедия. Это такой снятый за копейки трешачок, использующий интерсекс-тему лишь для шок-фактора. Ну и нельзя не отметить супер некорректное и вводящее в заблуждение название. А теперь перейдем к сериалам. «Хулиганы и ботаны». В 17-й серии сериала «Хулиганы и ботаны» или «Уроды и придурки», или как его только не переводят на русский язык, рассказывается история интерсекс-девушки. Если не обращать внимания на мелкие медицинские неточности, то и переживания героини, и сама история — все показано очень хорошо. Молодцы. Особенно для 99-го года. Фальсификация. За всю историю телевидения никто так тщательно не подходил к созданию интерсекс-персонажей, как создатели сериала MTV Faking It, он же «Фальсификация» в русском переводе. Впервые интерсекс-персонажи были созданы после консультации с реальными интерсекс-людьми, а конкретно в сотрудничестве с замечательной американской интерсекс-организацией Interact. Все очень круто и реалистично. У Лорен, так зовут интерсекс-героиню, то, что она является интерсекс-человеком, не является какой-то страшной трагедией, и также это не является ее единственной сюжетной линией. Также создатели сериала выпустили несколько образовательных видео на интерсекс-тему с участием реальных интерсекс-людей. И еще одна вещь, которую этот сериал сделал впервые. В этом сериале есть интерсекс-персонаж, которого играет настоящий интерсекс-человек. Очень-очень круто. Корректно, жизненно, реалистично. Большие молодцы. Все показано немного драматично, но это молодежный сериал, тут уж никуда не денешься. Доктор Хаус. Наверняка многие помнят эту серию Доктор Хауса с интерсекс-героиней. И да, хорошо, что они подняли эту тему, но на этом плюсы заканчиваются. Хаус демонстрирует полное отсутствие знаний по интерсекс-теме, упоминает неправильную статистику и обращается к интерсекс-героине в мужском роде. Ну серьезно? И напоследок о самом любимом. Интерсекс – не мужчина и не женщина. Или, как ее ошибочно переводят в русском интернете, интерсексуал. Эта японская дорама рассказывает историю интерсекс-школьника. И это просто замечательно, душевно, человечно и реалистично. Да, первая серия немного трагичная, но если смотреть дальше, поймете, что это история принятия, история любви, и это просто очень-очень круто. Да, это японская дорама, но все такое очень японское, и если вы раньше такого не смотрели, то будет непривычно. Русский перевод дорамы, правда, не идеален, особенно в плане медицинских деталей. Например, в нем говорится, что у героя есть и яички, и яичники одновременно. И, конечно, у людей не бывает две пары половых желез одновременно. Эта дорама снята по одноименной манге, и я даже не знаю, что лучше, манга или дорама. Очень рекомендую и то, и то. А знали ли вы, что Садака, криповая девочка-призрак из японского звонка, тоже является интерсекс-человеком? К сожалению, в фильмах эта тема практически не развита. Вот такие мы интерсекс-люди, разнообразные, интересные. Знаете ли вы какие-либо фильмы с интерсекс-персонажами, о которых мы забыли упомянуть? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и спасибо большое, что были с нами.